Доброго времени суток. Нас уже больше 500 человек. Месячная аудитория вообще космос. 26 662 человека. Это статусом на 2 августа. И за ближайшие 28 дней меньше, чем за месяц. Просмотров больше 23 тысяч. Ура! Многие люди пришли на канал впервые и не знают, чего ожидать. Вам есть смысл посмотреть это интро, потому что если вы пришли на конкретное название и ждете, что внутри будет все про это название, просто посмотрите это интро, и я вам объясню, что здесь, в целом происходит и какая общая логика канала. Если вы уже давно подписчик, конкретно это интро, если вы еще не слушали, то для вас есть смысл тоже посмотреть, потому что здесь будет информация о том, что мы сделали за полгода, где искать те полезные вещи, которые можно найти на канале, чтобы вы получили максимум пользы, потому что не факт, что вы смотрели каждое видео. Я сейчас вот в интро попытаюсь сделать обзор полезностей, где что искать. Если вы пришли за конкретным названием, что вы смотрите, что вот вам нравится название, и вы хотите все узнать об этом, и думаете, что у меня будет четкая инструкция вот именно о том, что на картинке. Это не так. Будни веб-код блогера США, и поэтому я здесь рассказываю просто свою жизнь, как я создаю эти продукты, и даю подсматривать. И если у меня в видео было где-то 5-6 прикольных моментов полезных, то мне надо выбрать какое-то одно описание для видео, чтобы оно было на картинке. Вот я выбираю с 5 названий, что было полезно, что-нибудь одно, загружаю на картинку и загружаю в YouTube. В результате вы получите больше, чем написано в названии, но при этом нету специализации, что то, что в названии, будет именно только об этом внутри видео. Нет, это так не работает. И если вы начали смотреть просто какое-то видео, а оно там, допустим, идет 40-я или 50-я серия там мобильной разработки, то я рекомендую просто перейти в мобильную разработку, в этот сам плейлист и начать сначала, потому что непонятно, вырвано из контекста те достижения, те сложности, которые есть, а если вы смотрите последовательно, то вы будете хорошо понимать контекст, откуда мы идем, как развиваемся, куда пришли по факту. Я здесь, чтобы вы смотрели этот канал и повышали вашу IT-насмотренность, поэтому если вы глянете базовые какие-то видео, то вы самостоятельно сможете навеб-кодить свой проект, и я буду очень рад, если вы заработаете много денег благодаря этому. Как проще всего оперировать, управляться с каналом? Перейти вот сюда вот в плейлисты, и здесь уже, такие вот есть как сериалы, которые можно смотреть. Нет смысла вклиниваться в какой-то конец какой-то серии, а надо смотреть вот с начала до конца, как там все было. Допустим, что мы сделали? Мы создали сайт, то есть если вы хотите создать ваш сайт, то вы заходите вот сюда, в кодинг, создание сайта с нуля, и здесь тематика такая, у меня переведено на английский язык из-за языка браузера, то есть как дешево купить домен, как подключить сайт к бесплатному хостингу, как подключить почту, чтобы она доходила, как залить базовую страницу пустую, как потом сделать много SEO-оптимизированных страниц, как подключить платежную систему, как сделать сайт видимым в интернете, и даже пришел лид на $1200. Это все в онлайне я показываю, как все есть. И вот если мы зайдем просто в Google и напишем наш сайт, то сайт индексируется, продакшн запустили, показал, как вот это сбор. То есть здесь полноценно все уже и работает, и прикручено, и оплаты проходят. То есть это проверено живыми деньгами. Так что если вы захотите создавать ваш сайт, то полностью вся инструкция от начала до конца здесь показана. Сначала смотрите, там под еду 20 минут в день. Я работаю только в том окружении, которое показал, как настраивать. И вот здесь вот есть плейлист по установке и настройке окружения. А что вы найдете? Изначально я работал из-под Windows, поэтому я показывал, как устанавливать IDE, удобный мониторинг, чтобы визуально смотреть, как писать код, контролировать искусственный интеллект, как его связать с Git, как установить Cloud Code, плагин, как установить браузерную автоматизацию, чтобы она подхватывалась. Google Anti-Gravity IDE поставил, как можно делать связку с оркестратором Paperclip AI, Hermes и ZAI. Там целая серия по автоматизации этого направления. И все получилось. То есть поднял, автоматизировал и даже делал попытки залить русский язык в сам Paperclip. Потом я переехал на Linux, потому что начал в продакшене использовать сервер. Сервер настроен на Linux. GitHub Actions тоже крутится на Linux, поэтому тесты, которые я пилил на винде, они просто падали. Поэтому мне пришлось переехать на Linux, потому что
что внутри Windows только 50% системы выделялась под Linux, и она неполноценно работала. То есть я быстренько тесты там не мог закрутить, поэтому пришлось переехать на бесплатную Linux основу. Ну, и я доволен. Что мне понравилось в Linux, что я могу нажать просто сочетание клавиш и переехать из пользователя в админа. Я изолировал искусственный интеллект под пользователя, чтобы он не мог ничего делать, а какие-то настройки и права выдаю из-под администратора. В Linux, в отличие от Windows и в отличие от macOS, можно просто сочетанием клавиш перескакивать от админа к пользователю, как будто бы несколько рабочих столов. Если вы начинаете веб-кодить, то есть смысл посмотреть видео по настройке окружения. Если вы опытный разработчик, то вам будет интересно посмотреть выводы архитектуры, методология, секреты, да, то есть вот эти вот 8 видео, они сжато компактно по тому, как можно улучшить ваше взаимодействие с искусственным интеллектом. Это уже для таких людей, кто вполне свободно ходит при помощи искусственного интеллекта. Создание гибридного приложения, здесь сколько, 50 видео. Если их открыть, создаю гибридное мобильное приложение от самого начала. Регистрация аккаунта, так, чтобы не надо было тестировать тестировщиками. Ну, в общем, есть там хитрости, которые лучше сразу делать, и лучше вы посмотрите 4 часа видео и сэкономите себе месяц жизни, чем просто начнете делать самостоятельно что-то, и у вас будут сложности. То очень рекомендую посмотреть вот эту вот серию по созданию гибридного мобильного приложения. Какие результаты сейчас? Мы уже опубликованы в Google Play. Уже это приложение, оно ищется, находится. То есть я выкатил в продакшн. Я выступаю против блогеров, которые только рассказывают про инструменты, что вот эта хорошая фишка вышла, вот это хорошая методология. Здесь я создаю действительные IT-продукты, выкатывая их в продакшн. Поэтому если блогер создал какой-то свой продукт, я с большим уважением отношусь к такому блогеру. Если блогер просто за 20 минут создал какое-то приложение, которое полностью без бэкэнда, полностью шевелится на мобильном телефоне и даже не планирует его никак монетизировать, ну, это больше такое вот желание привлечь внимание, много кликов, большое количество подписчиков, но фактически именно так, как я показываю, создаются IT-приложения. Это трудоемкий процесс, надо участвовать человеку, смотреть, проверять, направлять искусственный интеллект, потому что он самостоятельно делает неправильные предположения и неправильно строит IT-продукты, которые вы ему заказывали. Поэтому рекомендую вот этот плейлист к просмотру. Роботы, парсеры и автоматизация. Тот, кто хочет разобраться в веб-автоматизации, то здесь есть определенные селекторы, которые мы можем посмотреть, что вот у этого элемента вот есть такие селекторы, и как-то скопировать этот селектор так или более как-то по-умному. И показано, как можно автоматизировать браузерную работу, не используя токены. Для вас это будет бесплатно. Вместо того, чтобы поручить искусственному интеллекту, вы можете написать при помощи искусственного интеллекта скрипт, который будет выполнять определенную логику, и это будет стоить вам 0 денег. Ресурсы вашего компьютера, но вы не будете оплачивать там API токены искусственного интеллекта. Для того, чтобы разобраться в веб-автоматизации, есть смысл посмотреть вот эти вот моменты. 18 видео по ZAI, Minimax, Paperclip Orchestrator и Hermes. Здесь рассматривается, как это все быстро настроить, и в том числе там есть полноценная инструкция для вашего искусственного интеллекта. Вы туда заходите, сбрасываете просто ему ссылку, и он уже берет мои файлы, берет мою логику и сам вам настраивает эту связку. В чем-то сложность. Paperclip Orchestrator, он управляет агентами, это 0 людей компания, где генеральный директор искусственный интеллект, главный технический директор это искусственный интеллект, разработчик это искусственный интеллект, дизайнер это искусственный интеллект, тестировщик искусственный интеллект, и вот это все вместе 0 людей компания. И это все настроил, все работает из-под винды. Hermes, к которому привязаны вот эти вот китайцы ZAI, Minimax и еще куча всяких OpenRouter и другие, Cloud Code, Gemini, туда многое можно подвязать. Он крутится на VSL 2, на Linux эмуляции внутри Windows, а связка должна из винды пробрасываться в виртуализацию Linux, там должен крутиться искусственный интеллект должен обращаться к винде по API в локальный сервак, который крутится на localhost в Windows, парсить по API JSON запрос, какие задачи на него расписаны, что он сделал, в формате отдавать туда отчет, чтобы Paperclip смог это обработать. То есть задача, она вроде бы кажется, что простая, ну как вот, сделать так, чтобы агенты работали внутри Paperclip. Но на самом деле это достаточно сложная задача инфраструктурная, и вот здесь вот есть инструкция, как это настроить просто. Ну, давайте глянем, где это находится. Здесь вот есть
4-минутное видео, вы в него заходите, и вот здесь вот есть вот эту ссылку, просто копируете, закидываете ваш искусственный интеллект, и он все сам настраивает. Просто и понятно. Кому может быть полезна командная разработка в GitHub? Здесь я пытался добавить русский язык в Paperclip, и что здесь показываю, как работать в команде в GitHub. Я зашел на их GitHub, я посмотрел, какие у них правила для разработчиков, которые хотят сделать PR и мерч в их проект, разобрался, как они формируют тикеты, нашел issues на их GitHub, сделал правильное сообщение, которое автоматически закрывает их GitHub issues, и встроился в их систему, прошел пайплайн, CI-проверку, все зелененькие там были, и где-то в течение недели я поддерживал up-to-date в актуальном состоянии мою кодовую базу, что они постоянно там выкатывают какие-то обновления, и мне мой код надо постоянно догонять, чтобы он был mergeable, чтобы его можно было слить в единую кодовую базу. А здесь был хороший опыт по тому, как делать командную разработку, то есть я прошел все их этапы, чтобы я был принят. Причем мне даже их инвесторы написали, что да, это важная правка, что она стоит в приоритете. Локализацию для Paperclip. Здесь 29 видео, здесь от Merge PR. Если вы уже создали, допустим, свой продукт, и вы хотите выкатить новые языки, то вот локализация, полезное видео, как можно все из захардкоженных названий локализовать. Также провожу хакатон. Здесь есть видео по самому хакатону, а есть видео по разработке сайта хакатон. И разработка сайта хакатон, она прямо сейчас идет. То есть мне интересно пободаться с лидерами рынка в мировом масштабе. Разрабатываю свой сайт по хакатонам. Это внутренняя страница. Так выглядит внешняя страница. А Cloud строил, Gemini сломал тут то, что было. Я вижу, что здесь не все так, как я выстраивал. Если вы желаете подключиться, то просто переходите hackonvibe.com, нажимаете логин, регистрация. Да, Gemini сломал мне сайт. Отдельное внимание предлагаю обратить на полезное, актуальное, короткое. Я на самом деле не сильно люблю инструкции, но инструкции вот здесь вот собраны. Там, где я веду фактическую разработку, которая обучает, так, чтобы вы повысили вашу IT-насмотренность, и чтобы вы самостоятельно могли решить все ваши задачи. Это вот эти вот все видео. Там, где у меня не получилось записать обучающих стримов, обучающих видео, допустим, я там 3 или 4 дня работал, не снимал, и там было много важных каких-то моментов, которыми я хочу поделиться. Вот это попало в полезное, актуальное, короткое. Здесь создание оверлея нажатых кнопок. Вот такую вот программу запилил. Она визуализирует нажатые клавиши по мышке, и пилил еще переход в Linux магазин. Можно купить это все вот в таком вот магазине. То есть буквально за $1 навсегда поддержка. Автоматически закрывает, если начинаете вводить пароль, то оно сразу начинает вводить вот такие вот символы. Чаще всего работаю в Cloud Code, которым доволен. И здесь есть Cloud Code Status Line. Вот такой вот Status Line для Cloud Code, где показывается, насколько забит контекст, какая модель используется, степень усилия, ну, фактически контекст. Мне это очень сильно помогает. Синий — это значит, что контекст был сброшен, то есть он сделал компакт, и он забыл свою роль. Skills, допустим, если вы какие-то используете. У меня я написал свой skills, это практическая философия, которая используется для написания кода, для создания, для тестирования, логики. Ну, если все синее, то значит он должен перечитать. Я если увидел где-то синее, то я ему говорю, перечитай практическую философию, тогда он создает классный код. Вот зелененькое — это просто можно никак не трогать, а желтенькое — это уже надо обратить внимание, может быть, скоро надо будет записать готовое, если он долго там ушел в какую-то разработку и не мерджил, чтобы он не потерял работу. Ну, а красное — это уже очень вероятно, что прямо сейчас есть смысл записать как минимум исправление к техническому заданию, которое я дал. Вы просто это скачиваете себе, допустим, скачать download zip, и все. Ваш искусственный интеллект из этого всего соберет, что все работало. Если есть желание там пообщаться с единомышленниками, вот переходите в Telegram, до 50 человек, но никаких ботов нету, никакого спама нету, никто ничего не продает. Ну, так достаточно как-то лампово. Как говорят, можно вечно смотреть на то, как течет вода, горит огонь и работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. У меня есть такие сложности в разработке сайта по хакатонам, которыми хочу поделиться. Дал техническое задание для выполнения Cloud Desktop.
И он ушел выполнять на несколько суток. Работал в том числе через кодекс от OpenAI. Так, ой, как прикольно. Недельные лимиты использования у меня обновились. Я же его совсем недавно полностью инвестировал за 2 дня. У меня все слилось в ноль. И было написано, что обновится 17 числа. Но 17 число это какое-то даже неправильно. И сейчас лимиты есть. Спасибо вам, дорогие телезрители. Благодаря вам я проверил лимиты. Буквально вчера эти лимиты были 0. Я исчерпал все. Сегодня они есть. О, как классно. Это прямо отличная новость. Я очень рад. Что у нас по клауду? 32. Давайте глянем, сколько у нас было сделано коммитов. То есть, когда вот это за 2 дня я слил GPT-чат, то 486 коммитов было сделано, здесь 577, и дальше там 120, сегодня 16. Работал уже в 1 агент, но так, чтобы до результата. Что пытаюсь сделать, это поменять метод регистрации в сайте. Хочу сделать его универсальным, классным и удобным для пользователей. На мое удивление, один разработчик, искусственный интеллект, выполнял это и продолжает выполнять больше 12 часов. Одну задачу, регистрацию, согласованное ТЗ. То есть мы согласовали с вами вместе техническое задание, которое я ему даю. Вот здесь вот на 2 часа я согласовывал, фактически только это задание по регистрации. 2 часа согласовывал, 12 часов он работал и еще продолжает. И еще не выполнил. Поэтому есть гипотеза, которую хочу оттестировать. Пересобрать проект на микросервисы. И сейчас именно этому будет посвящен ролик, в то время как здесь будет что-то происходить, то есть регистрация будет допиливаться, и какие-то мелкие правки я, наверное, буду пересоздавать через новые чаты, чтобы они здесь были, мелкие чаты. И я не знаю, как это получается, вроде бы это один и тот же инструмент, но у меня Cloud Code, который работает через CLI, через Command Line интерфейс, он работает как-то намного лучше, выше агентность, больше меня понимает, меньше зависает, чем Cloud Desktop. Поэтому я вот мелкие задачи тогда буду накидывать в Cloud Desktop для удобной навигации здесь по названию. А какую-то вот сложную задачу инфраструктурную я все-таки тогда поручу Command Line интерфейсу. Запускаю дублирование нажатых клавиш. Выбираю наш проект Ctrl-Shift-C. Вставляю, переходим в эту папку и запускаю клауды. Кстати, еще дополнительное неудобство. В Cloud Desktop испортилась вот эта вот штука, которая показывает, сколько лимитов. Контекстное окно полностью неинформативно. Просто какой-то пустой кружочек. А в Command Line интерфейсе там я накрутил свою интеграцию, которая стабильненько показывает заполненность контекста. Прочитай философию, навигацию и SDLC до конца. Давайте замеряем результаты. То есть до этого он читал эти 3 файла, и у него становился контекст забитым на 15%. Я очень постарался сократить свою фабрику по производству кода. И посмотрим, насколько это получилось по эффективности. Ситуация очень плохая. То есть ситуация еще хуже, чем была.
Файлы сокращены где-то в 6 раз, но по результатам я вижу заполненность контекста больше, чем на 20%, просто чтением начинающих, инициирующих файлов. Я понял, что я сделал. Я свою фабрику построил чуть-чуть по-другому. Какая была болезнь? Была болезнь в том, что разработчики создают изолированные среды и потом забывают их чистить. И поэтому я решил, чтобы мусорника не было в разработке. Как только запускается новый агент, он не только читает файлы, но и сразу анализирует, какие мертвые изолированные среды валяются в папке для того, чтобы принять решение об их удалении или доведении до результата. Это правильно? Ну, то есть конкретно сейчас мне этого бы не хотелось, потому что мы сожгли дополнительных токенов, ну, я думаю, 100 тысяч. Но с точки зрения разработки это супер классно и супер правильно. Давайте почитаем, что он сказал. Похоже на след краши. WT Navs 16 коммитами. Самый дорогой кандидат до мерджить или выкинуть. Ахацкан виби WT Fix 29.1 без коммитов. Почти наверняка мусор, только не закоммиченный файл. Что предлагаю и почему? Сначала разобрать долг в арк-3. Открытая работа дороже новой. Пройду по ним сверху вниз. Смотрю div в каждого. Доведу живое до PR-мерги. Свежие ребасина оригин а мертвое снесу. Иначе при следующей правке тех же файлов чужой агент их перепишет. Ровно закон джунглей, от которого защищает SDLC. Да, это очень правильно. То есть, когда я выписал свою фабрику по производству, практическую философию или... также вы ее можете назвать skills, то он меня страхует от того, что я сам забыл. Но это уже записано в документации, и это его инициирует. И это правильная разработка, действительно поубирать рабочие деревья, чтобы они уже качественно были убраны. Единственное, что я хотел бы сделать очень это быстро все, и я тогда сейчас ему поручу сделать это все руками агентов, которые тоже прочитают в начале философию. Ты знаешь, я бы хотел, чтобы ты разобрался с этими рабочими деревьями, особенно с теми, которые уже не активны больше 15 минут. Но я хочу, чтобы ты это сделал быстро. Я бы хотел, чтобы ты оркестрировал субагентами, которых заставишь прочитать философию, и если необходимо, то навигацию и SDLC на твое усмотрение. То есть оркестрируй ими. Я хочу, чтобы эта была задача выполнена быстро, потому что у нас сейчас все очень time-sensitive, и нам надо очень быстро продвигаться по разработке. Проверяю окружение для гейтов и возраст ветвей и убеждаюсь, что в мертвых деревьях нет несохраненной работы. Параллельно давайте делать какие-то моменты через наш десктоп. Потому что есть моменты, которые я бы хотел поправить. Вроде бы они соответствуют техническому заданию, но хочу их исправить и изменить. Привет-привет, добро пожаловать в команду. Пожалуйста, прочитай философию, навигацию и SDLC до конца. После этого я прошу тебя игнорировать инструкцию работы с неубранными work trees. Вместо этого я прошу тебя сделать сразу восстановить стертый файл. У нас были единые стили для кнопочек. Сейчас этого единого стиля для кнопочек просто нету. Я бы хотел, чтобы ты их восстановил. Восстанови, пожалуйста, эти единые правила, и там еще была такая анимация перелива. То есть у нас этот функционал уже был, он уже был защищен тестами, и их кто-то по закону джунглей удалил. И сейчас новые кнопки, которые создаются, они начинают выпадать из стиля. То есть они уже не активные при ховере и не имеют перелива, и имеют какую-то свою высоту и ширину. Ну, ширина окей, но высота отдельная какая-то, другая логика, другие стили. Это вообще жесть. Ну, то есть такого не должно быть. Займись, пожалуйста, кнопками на сайте.
Раз, два, три, тест связи. Не включилась как-то надиктовывалка, сейчас повторно тогда донадиктуем. Итак, здесь создано достаточно большое количество субагентов. Я поставил приоритет, что навигация мне нужна прямо сейчас. Вижу, что ресурсы компьютера вообще взлетают в космос. Это говорит о том, что идет тестирование полноценно. Здесь мы дали задание по микросервисам. Здесь мы поручили кнопки перепилить. Здесь зафиксировали, что у нас было сколько навигации и как мы ее сокращаем. То есть сейчас она 141 тысяча токенов, много. Очень такой тяжелый файл. Сверился с кодом. Вот что реально происходит в регистрации сегодня. 1 HTTP запрос, 3 чтения БД, 1 блокирующий вызов чужого API. В разные таблицы, сессия и почта. Все в одной функции на 115 строк. 100 миграций, 52 таблицы, одна база. Главное, с чем я спорю, регистрация – худший кандидат на первый разрез. Не потому, что микросервисы плохи, а потому что именно здесь максимум транзакционности и минимум права на ошибку. Сломал, нет участников, нет хакатона. Я нашел дыру, которая важнее самого переезда. Между insert survey и insert members нет транзакций. Упадет вторая вставка, останется строка в responses без аккаунта. Сейчас это прикрыто тем, что поля аккаунта валидируются раньше. Комментарий на строке 115, но это защита от кривого ввода, а не от сбоя БД. Микросервисы это усугубят. Два сервиса, две отдельные транзакции по определению. Чинить надо до разреза, а не после. Что предлагаю? Модульный монолит. Разрезать снаружи внутрь. Начинаем с регистрации, как ты просишь. Но снимаем ее слоями с краев, оставляя ядро личности напоследок. Слой 0 уже сделано, и это доказательство, что модель работает. Фото давно отдельный сервис. Браузер грузит его в API Media до сабмита. Регистрация получает только PHTKey. Медленное и чужеродное вынесено из критического пути. Ядро о нем не знает. Копируем ровно этот прием. Слой 1. Исходящие интеграции. Disksort Gativai, GitHub Gativai, Native, Recent потолок FreeATR. Это то, что реально флейкует, упирается в чужие рати лимиты и уже наполовину живет в роботах-кронах. Слой 2. Воронка и аналитика. Funnel Events, Visitors, Leaderboard. Пишется вслед. Никогда не имеет права уронить регистрацию. Слой 3. Последним. Ядро. Members Responses, Members Sessions. Остается одним куском с одной транзакцией. Разрезать Members Responses значит вернуть тот самый гейт D2, который вы специально снесли. Инфраструктура 4 решения. Монорепо, не репозиториев. Ваш 12-шаговый препуш. Ред бассилини и гуарцверги устроены как один прогон над одним деревом. Разнесете по репам, гейт рассыплется, и закон джунглей вернется уже между сервисами. Монорепо, не репозиториев. Ваш 12-шаговый препуш. Ред бассилини и гуар. Один релиз артефакт. N-систем юнитов. Тогда живы атомарный деплой. Релбатский точный деплоед как доказательство выката. Независимый деплой каждого сервиса потом, когда докажете, что он нужен. Один релиз артефакт. N-систем юнитов. Тогда живы атомарный деплой. Релбатский точный деплоед как доказательство выката. Он перестал выделять выбранные. Схема на сервис в одной PostgreSQL. Identity Funnel Media Integration у каждого своя DB роль с грантами только на свою схему. Это настоящая граница. База физически откажет в чужом селец. Но транзакции, GUARD Proc и уборка прод приемок продолжают работать. Это же прямая подготовка к будущему физическому разделению. Асинхрон, submit outbox в Postgres, а не shot consumer. У вас уже есть этот паттерн и он проверен боем. Фиатуре GitHub Invite Outbox 18.3. Регистрация пишет Outbox Consent Verify email в той же транзакции, что и Members. Consumer, System Timer. Никаких Kafka и Redis. Новая инфра на бесплатных тарифах. Это новый источник аварий, а не решение. Новая инфра на бесплатных тарифах. Это новый источник аварий, а не решение. Плюс граница должна быть машинно проверяемой, иначе развалится за месяц. Скрипт GUARD сервиса Boundary SMJS. Импорт из чужого сервиса мимо объявленного центра SMJS валит push. Ровно как ваши GUARD ноды 1 и GUARD Proc. Что не резать lip sound и SMJS, lip password rule SMJS, lip member на SMJS, lip sart primitive SMJS. Это общее ядро, а не сервисы. Продублируйте, получите разъезд, от которого вся навигация исписана предупреждениями. 3 вопроса, без ответа на которые я буду угадывать. 1. Что болит прямо сейчас? Медленный деплой. Агенты в параллельных варктрее дерутся за одни файлы. Готовимся к 200к. Боимся, что падение одного роута роняет все. От ответа зависит, какой сервис отделять первым, они разные. Во что уперся? Получается, что когда работает 7 агентов параллельно, и каждый выполняет свою часть задачи по надиктованному техническому заданию, которое хранится в длинном техническом задании на 900 атомов атомарных требований. Я не знаю точный адрес, где хранится дэшборд тот. Мы его, по-моему, чуть-чуть подснесли для угоды, чтобы провести текущий хакатон. Остановили чуть-чуть разработку. Но с чем столкнулся, что болит, это то, что CI проходит минут 20. А в случае, если 6-7 агентов ждут CI другого агента, то один выкат останавливается где-то на час. Поэтому хотелось бы разъехаться в разные репозитории для того, чтобы агентная разработка была сильно быстрее. И, возможно, чтобы CI-ка занимала сильно меньше времени. Исходя из того, что есть 900 атомарных требований и 200 из них еще не построены, то как раз хочется сразу закладывать такую правильную инфраструктуру, которая сразу уже будет разрабатывать с нуля правильно, и поэтому вот такая задача стоит в том числе. Моя ставка. У тебя главная боль параллельные агенты и радиус аварии, а не нагрузка.
загрузка. Если так, то 80% выгоды дает монолит с жесткими швами и гейтом границ, вообще без отдельных процессов. 2. Сколько машин? Сегодня один хитзнер. Микросервисы на одной машине дают изоляцию процессов, но не масштаб. Добавляем железо или нет? Правило бесплатные тарифы до первых денег говорит, что нет. У меня получается моя фабрика по производству кода, она живет в отдельном репозитории, я вношу изменения в одном месте, и оно сразу разъезжается по куче мест. Микросервисы на одной машине дают изоляцию процессов, но не масштаб. Добавляем железо или нет? Правило бесплатные тарифы до первых денег говорит, что нет. Да, если можно не добавлять, то я бы не хотел добавлять, если возможно. Просто изоляция. 3. Готов ли ты, что готовый мердж выкат станет сложнее? Сейчас доказательство одной честное, точный деплоед ша. При независимых деплоях его придется заменить на N проверок, иначе выкатилось перестанет что-либо доказывать. Глобальная боль — это хочется быстрее двигаться в разработке. Есть гипотеза, что это можно сделать и добиться этого. То есть наши приоритеты — это экономия токенов, потому что от этого зависит наша разработка. Чаще всего я успеваю израсходовать недельный лимит за 2 дня, если я активно надиктовал задание, и агенты ушли это все выполнять. И мы работаем сразу через Cloud Code на максимальной подписке и через Codex на максимальной тоже подписке. И получается, что за 4 дня я их полностью инвестирую в проекты, поэтому хотелось бы, с одной стороны, ускорить разработку, с другой стороны, сохранить качество разработки. Это очень важно. И с третьей стороны, это уже экономия токенов. То есть вот такие вот боли, которые хочется решить. Отправляем ему и глянем, что он там сделает. Смотрим здесь, в навигации еще мерджится. Но видите, то есть мы дали задание 33 минуты назад, и эта задача еще выполняется. Давайте вот так вот и дадим задание, ну, точнее, пояснение. Яркий конкретный пример. Одно рабочее дерево застряло, и сейчас мы его доводим. Там уже было все написано, то есть навигация была сокращена по объему и распихана в разные документы другие. И сейчас 34 минуты идет факт мерджа этой ветки, которая уже была готова и подготовлена, и просто была брошена. То есть вот такие длинные прогоны меня просто пугают. Прежде чем отвечать, проверю гипотезу о причине 20 минут. Она не очевидна. Это процесс, который идет прямо сейчас. То есть агент, который называется уборка рабочих деревьев, запустил субагента, который вот так вот называется, и 35 минут выполняется эта простейшая задача, которая касается просто документации и никак не касается кода. Что гоняется на ветке, где тронуты только доки Tails Pro Suite, не едет MJS, уже умеет говорить, продукт не менялся для план дотсы корневых МД. Диета навигации попадает под это правило целиком, но его результат используется ровно в одном месте. На старте прот набора, строка 85 препуш, 8.12 прот приемки, 274 спика, белая галочка пропущена, правило работает 12.12 ожидание набора, белая галочка пропущена 3.12 npm тест, все 403 файла PostgreSQL, 3 крестик гоняется целиком 10.12 ревьювер, Slaude, Opus 5, и Fortix хит, без крестик гоняется целиком таймаута, Сриат Bash Grep 11.12 браузерный E2E, Хиадит, живой браузер, форма Apple, крестик гоняется целиком, вот твои 35 минут, правило продукт не менялся написано, протестировано и применено к одному шагу из 3, которым оно нужно, отдельно про 348 токенов, ветка правит навигация, а не энциклопедия МД. Агент, чтобы ее резать, обязан ее прочитать. 141 токенов на входе. Я это померил в начале разговора. Плюс и ревьювер отдельным процессом жует тот же diff на X-хик, а его чек-лист прямо включает пункт документации, ответные доки приведены в актуальность. Навигация. Лекарство от расхода токенов сжирает токены, потому что еще не принято. Фикс, который можно сделать сегодня, функцию писать не надо, она есть и под тестом. Надо поднять ее результат на 2 переменные выше и переиспользовать. Шаг 11 на доценный пропуск. Открывать реальный браузер и писать в боевую БД, чтобы доказать справку Markdown. Нечего. Это чистая потеря 2-4 минуты дисплея, который у вас 1 на 7 агентов. Шаг 10 поставить границу. Ревьювер уже умеет файл open по тайм-ауту, а и ревьювер flat timeout. Сейчас по умолчанию без границы. Правило режущий лимит дефект гейта защищает от ложного блока, но файл open означает, что тайм-аут не блокирует, а пропускает. Риска нет, а один агент перестает держать 6 в час. Шаг 3 узкий поднабор. На доцен гнать сторожей документации, план регистры, LLMS, TXT, Севергелинт, они все 403. Каждый пункт маленький, отдельный, с мутацией. Границу правила не трогаем. Оно нарочно узкое. E2E тест стайл составляю все обязательным, и это правильно. И это же закрывает спор про репозиторий ветка, которая тебя пугает. Только доки, ни строки кода, ни одного сервиса. Разделение на 7 репозиториев не убрало бы отсюда ни одной секунды. Все 3 тяжелых шага гонялись бы точно так же, а узкий гейт убирает почти все. Значит, порядок такой. Сначала гейт по дефу и говернер, дни кратный выигрыш, потом швы модулей как карта для этого гейта, и только потом, если вообще понадобится, физическое разделение. Что предлагаю, дай делай. И я в отдельном варктре сделаю первым пунктом самый дешевый и безопасный. Шаг 11 и шаг 10 уважают уже существующие правила доценлы. Это пара десятков строк в GitHub пуш тест на каждое поведение и мутация, снять проверку красный. Текущую диету навигации трогать не буду, она в работе у твоего агента, и лезть в чужой варктре против правил. Но она сейчас самая ценная ветка в очереди. Пока она не влита, каждый
Каждый агент каждой сессии платит 141 токенов за вход в проект. Тут у нас, я вижу, еще наша доска сломалась. Давайте мы ее проверим, что она вообще работает. Да, доска сломалась. Кто этим занимался? Разработчик найден. Копируем в него. Так, а что не копируется? Вот, скопированность. Ну, окей. Доска полностью не рабочая. Почини, пожалуйста. Давай я повторю, как я понял, что ты предлагаешь. У нас на CI, на GitHub Actions было до этого навешено, что в зависимости от того, какие файлы трогаются, то разные наборы тестов запускаются. Ты предлагаешь именно это или что-то еще дополнительно? Ну, ты же должен настроить все не на отдельную ветку, а на основной проект, да? Ты это понимаешь? А то ты опять восстановишь на ветку, а опять мы ветку снесем и все отпадет, но так же не работает. Перечитай, пожалуйста, философию. Регистрация еще пилится. 13-14 час. Давайте по кнопке проверим, что тут. Кнопка перелив из Cloud Desktop. Просто изменение стилей. Накатить по кнопкам. Сейчас тоже выполняется около часа. И навигация тоже уже выполняется около часа. 1. Идея та же, а место другое у вас на GitHub Actions один единственный workflow. Тесты в нем есть, но они гоняются после деплоя, как постпроверка. Гейта прогнать тесты перед мерджем в Actions нет вообще. Все 12 шагов и все 35 минут живут в локальном GitHub Express Push. На машине агента. Еще до того тесты в нем есть, но они гоняются после деплоя, как постпроверка. Гейта прогнать тесты перед мерджем в Actions нет вообще. Все 12 шагов и все 35 минут живут в локальном GitHub Express Push. На машине агента. Еще до того, как пуш вообще долетит до GitHub. Значит, под фильтр в Actions не сняли бы ни одной секунды твоей боли. Фильтровать надо локальный препуш. Это не то же самое, что было, это то же самое, но в том месте, где стоит очередь. Так я не говорю, что GitHub Actions у нас есть, его уже и нету. 2. Карта у вас уже написана, и она обязательная, вот это дополнительное, и оно важнее, чем кажется. Обычные подфильтры на ЦИ — это ручные глобы. Тронул Functions, гоняй тест с Functions. Они дрейфуют и дают тихие дыры. Для вашей доктрины это был бы шаг назад. Ваш же комментарий в процуите не едет, MUTS предупреждает, что широкое правило код не тронут, значит можно опаснее отсутствующего. Но вам ручные глобы не нужны, потому что карта уже есть. Ред басилине. Ассетс бравсертимезани MUTS. Липвивертимезани MUTS. Functions тимелине лацелизит UTS. Functions Hasluk UTS 359 тест файлов из 403 несут такие объявления. Всего 375 штук. Это готовая декларация, этот тест стережет вот эти рантайм файлы. И она не факультативная. Гуард Северги не пропускает пуш. Если измененный рантайм файл не объявлен ни в одном стороже, либо не помечен трейлером, но бихавиарчинге. То есть полнота карты уже гарантирована гейтом. Файлы без сторожа в репозитории физически не может быть. Сейчас эта карта используется только чтобы проверять покрытие. Предлагаю развернуть ее на 180 и использовать, чтобы выбирать, что гонять. Это не новая сущность, это проводка существующей. Одна оговорка. Обход должен быть транзитивным по импортам. Тронул Lipson Trees MUTS. Он приезжает в десятки поверхностей, и сторожа, объявившие его напрямую, это не покроет. Нужно идти по графу импортов вверх, иначе получится ровно та тихая дыра, от которой у вас весь SDLC построен. Смотри, у меня вопрос. Для того, чтобы реализовать твою идею, как я понимаю, мы будем трогать и проверять только те файлы, которые были отмечены как измененные. Но если они были фактически изменены, но никто не отметил, что они изменены, то тогда они будут просто пропускаться, и мы пропустим кучу ошибок. То есть надо же div смотреть, а не факт, что кто-то вспомнил поставить, выполнить какую-то инструкцию и поставить какую-то галочку или какую отметку в каком-то файле, который он менял. Если по-быстрому зашел по поиску, что-то там поменял, наладил взаимозависимости и убежал, то такая архитектура, она ведь не сработает, она ведь принесет нам кучу ошибок. Давай я конкретизирую, потому что ты неправильно говоришь. У нас нету GitHub Actions в принципе, поэтому я говорю именно по аналогии о нашем локальном, но GitHub Actions у нас не включен, так что его просто нету. Или если мы говорим про тот GitHub Actions, который у нас настроен фактически на нашем виртуальном сервере, то да, есть. Но не GitHub Actions, который от GitHub, а локальный деплой от VPS-D. 3. 2 пункта, которые к фильтрации не относятся вообще и, возможно, дают больше. Говернер. 7 агентов, каждый читает прост стат всей машины, каждый видит больше либо равно 90% и жмет себе N1. Все 7 расползают в один поток. Выбор набора тестов тут не поможет никак, хоть один файл гоняй, он все равно поедет на одном ядре. И ревьювер опус 5, и Fortix хик, без тайм-аута, агентский, на каждый пуш каждого агента. Это шаг 10 из 12, то есть он же держит очередь, и он же, твой главный расход токенов вне самих агентов. Сузишь тесты, он все равно будет думать столько же. Короткий ответ да, разные файлы, разные наборы, то самое, но... Знаешь, раз уж мы заговорили про оптимизацию и ревьювера, то я бы хотел тогда сделать трехуровневый ревью. То есть первый раз мы прогоняем проверку через хайку, который быстрый и дешевый. И он находит какие-то расхождения в каких-то файлах, что-то где-то кто-то не учел. И это более крутая проверка, чем просто машинкой пробежаться. Потом мы уже запускаем Sonnet, который что-то там находит. Потом мы уже запускаем Opus. Реализуемо ли это? И я бы хотел посмотреть это на практике, чтобы мы накатили, и чтобы я вживую посмотрел, насколько это удобно, прикольно и хорошо. Я понимаю, что общее время увеличивается, но какую боль сейчас я испытываю
испытываю? Я испытываю боль, что Opus запускается 5 раз, находя какие-то банальные вещи, и Opus уже должен финально проверять за более дешевыми моделями. Хайку может что-то найти и поймать, вернуть ревью, вернуть назад разработчику, и это уже будет исправлено. Потом Сонет что-то найдет, погаллюцинирует, но разработчик на Opus, он примет только адекватные правки, и потом уже только Opus. То есть можем ли мы настроить именно такую последовательность, чтобы это был при push 1, при push 2 и при push 3. Именно в такой последовательности. Возможно ли это? Я думаю, возможно. Давай, может быть, что-нибудь такое поразмышляем и накатим. Тогда, получается, это все будет висеть на припуше с последовательностью запуска. Если Хайку уже выдает жесткий блокер или Сонет выдает жесткий блокер, то, получается, Opus тогда уже не запускается. То есть вот такая вот логика. Как тебе такое решение? Я вот думал, спал, и мне во сне пришла эта идея в предзасыпаемой дреме. Давайте дальше почитаем, что он говорит. Было на Actions предлагаю, где после пуша, в локальном препуш, где стоит очередь облаки, откуда ручные глобы Red Baseline, уже есть, уже обязательно карта плюс Гавернер, частота и ревьювера, отдельные болезни. Начинать все равно советую не с карты, а с двух дешевых. Дотсон и ветка не должна открывать браузер и звать Opus на X-Hik. Это десятки строк и убирает большую часть твоих 35 минут уже сегодня. Карта, следующим шагом, она больше и требует графа импортов. Скажи, с чего заходим? Изменения, каждое по часу, одновременно, это подпись Гавернера. Замерю машину, чтобы показать цифрами. Стоп, цифры опровергают мою же гипотезу, и это важнее, чем красивая версия. 24 ядра, 60 ГБ, Латверги 445. Машина загружена на 18%. Гавернер при RAM 70%, XPO 18%. Обе метрики 80%. Должен растить параллельность, а не жать. Значит, в текущем состоянии он не виноват, и мой прошлый пункт Гавернер схлопывается к этим двумчасовым задачам неприменим. Настоящая аномалия другая. 24 ядра простаивают на 82%, а тривиальные задачи идут час. Это не вычисление, это ожидание. Посмотрю, чего именно ждут. Измерил и должен поправить сам себя. Это меняет план. Никакого C сейчас не идет, искал NPM тест, Плайврикт и ревьювера препуш. Ничего из этого не запущено. Латверги 445 при 24 ядрах. Прот лок рун лоск хаскан виби продукцион сурфаце лоск не существует. Значит, прот набор не гоняет никто. Единственный тяжелый процесс — сама сессия агента. Слауде, Ефорт Схик, модел Слауде Opus 4.8. Идет 17Ч57М, значит этот час не ЦИ. Это время работы самого агента. Обе твои задачи еще в фазе написания Эйда Гейта даже не дошли. Я построил теорию вокруг 20-минутного ЦИ и предлагал сужать гейт. Гейт — реальная проблема, но он добавляется в конце, а час сгорает до него. Я оптимизировал вторую половину, не увидев первый. Измерил и должен поправить сам себя. Это меняет план. Никакого ЦИ сейчас не идет, искал NPM тест. Плай, из чего на самом деле состоит час задачи. Агент читает контекст и пишет код препуш гейт. Здесь твой час, здесь 20 минут, что ждет первую половину. Из чего на самом деле состоит час задачи. Агент читает контекст и пишет код препуш гейт. Здесь твой час, здесь 20 минут, что ж 1. Навигация, 141 токенов на входе каждой сессии. Я померил это в начале разговора. Агент физически не может начать, не прочитав ее. 348 токенов у диеты навигации. Это в основном она сама себя читает. Да, кстати, как там она? Час идет еще не домерджено. Ну, очень хорошо, что это первое я обнаружил, а второе это я пустил уже в разработку, и третье оно уже, вот-вот должно быть качано. Ну, я уже думал, что это выкатилось в прод, потому что, видите, Cloud Desktop, он не доводит начатое до результата. Кому можно доверять. А Cloud CLI классненький. 3. Агент переоткрывает то, что уже знал. Против этого и придуманы навигация. LCLD, которых почти нет. Почему мы вообще гадаем? В препуш печатаются номера шагов. 3.12, 10.12, но не печатается время каждого шага. Никто, ни ты, ни я, ни агент не может сказать, где ушли 20 минут. Отсюда и мой промах. Ваши же правила это требует прямо. Создавай код, который замеряет скорость каждой части рутины. Перезаписывай короткий лог факта и живой лог с таймингом. Для гейта оно не выполнено. Кстати, у тебя уже есть в Arctree Feature тест Duration Metrics. Кто-то этим занят. Это правильная ветка. Ее стоит домерджить раньше остальных. Без нее все дальнейшие решения про ЦИ угадывания. Да, как называется ветка, которая нам надо следующую домерджить после навигации? Да, видишь, я уже все эти моменты как бы прошел, только я надеялся, что они уже влиты, а они были просто не влиты, и из-за этого я настраивал свою фабрику производства кода, а она все-таки еще не была донастроена, то есть я уже обратил внимание на правильные моменты и улучшил их, только надо это довести до продакшена, домерджить. Что бьет пацана 1 домерджить диету навигации 141к сессия? Уже время и токены написано 2 тир Ефорт по классу задачи CSS доки время агента, токены настройка средний, архитектура XHIC, 3 тайминг по шагам в препуш строка превращает догадки в десятки фактов, лог данные строк 4 гейт по дефу на карте Red Baseline 20 минут гейта, средний 5 Гавернер с межпроцессной арендой латентно, не сейчас средний, 5 пункт я понижаю, принципу 18% и RAM 70% Гавернер сейчас растит параллельность, а не жмет, он станет проблемой, когда несколько агентов одновременно дойдут до гейта и RAM перевалит за
80%, но это не то, что горит. Еще одно, у тебя 6 в арктре, и один из них, WTRND где-то читхят на том же коммите, что майн, похоже на брошенный. Ваши правила требуют при старте разобрать в арктре и сказать, что домерджить, а что снести. Скажи слово, прогоню аудит всех 6 и дам список, где готовый код ждет мерджа, а где мусор после краша. Это дешево и, судя по диете навигации, там может лежать не одна готовая вещь. Так, вход только email, имя он вроде бы домерджил. Давайте это сразу проверим. Заходим на наш сайт, копируем, открываем инкогнито, вставляем, заходим, нажимаем регистрация сейчас, your name or email. Ну, опять та же фигня. Он еще занимается. То есть он уже что-то смерджил, но при этом еще не до конца. То есть вот тут вот идет выполняемая команда. Еще бежит, ну то есть в процессе разработки. Такая простая маленькая задача, да, так долго выполняется. По кнопкам, ну тут большая задача на самом деле, то есть кажется одна кнопка, но это почистить весь сайт, привести к каноническому одному результату кнопок, это, ну, достаточно большая задача, то есть это нормально, что она долго выполняется. Сначала новость, которую ты, возможно, еще не видел. Диета навигации влита 8B592B2 навигация основа оглавления. 2629 строк 61. Содержимое в DOS-MAP. 1395. BC3B2E 82 фиатрек. Дверь Apple говорит только про e-mail. Рек 6. 1396. 2629 строк 61. Твой вход в проект подешевел со 141 токенов до примерно 3К. Это 97% с каждой сессии каждого агента. Пункт но один из моего списка закрыт сам, пока мы разговаривали. Это интересные, хорошие, прикольные цифры, которые есть смысл сохранить. Последний коммит перв. Сетевой кап воркеров прод. Без нее все дальнейшие процы, гадания. Ну, отлично, то есть я уже все правильное, классное сделал. Я не понимаю, почему этот агент еще висит, наверное, он убирает за собой, то есть это уже демерджено, и так как это уже демерджено, то запущено еще 2, но этот висит еще не, ну, как не завершившись. Токены, в принципе, у него не растут, то есть он просто ждет какого-то ответа или запроса или еще что-то. Остальные живы чисты, 0 несохраненного. Фикс рек 31 протоцептанцы, 12 коммитов, фиатуре буттон стандарт гуард, 3, фикс репорт рандом аннотацион, 1. Брошенных нет, я вчера ошибочно записал WTRND в мусор, он работает. Открытых PR нет ни одного. Работа лежит в ветках про GitHub Actions. Ты прав, я перегнул каталог GitHub Workflows, сейчас пуст. Когда я смотрел в начале разговора, майн с тех пор уехал на 2 мерджа вперед. Так что твоя формулировка... Смотри монитор ресурсов, и сейчас вижу, что центральный процессор не загружен, а память загружена. То есть, когда я думал, что 64 гигабайта оперативки мне достаточно для разработки, я не понимаю, во что и где и как я упираюсь. То есть, вот я смотрю приложение, ну окей, там 3 гигабайта, там 700 мегабайт, но это же не 60. То есть, как получается, что все это вместе набегает в 60 гигабайт? Ну, как-то очень странно и подозрительно. Мне это, допустим, не явно. Давайте, наверное, еще на это обратим внимание. Проверь, пожалуйста, куда девается память, потому что сейчас она занята на 68%, а у нас фактически ничего не происходит и никаких активных процессов не запущено. То есть тут вопрос такой, нужно ли мне докупить физическую память? Если да, то сколько нам нужно для того, чтобы не упираться там в какой-то потолок? Либо мы просто как-то неэффективно используем текущие ресурсы, потому что я посмотрел, то, что я вижу из активных процессов, занимает там 5 гигабайт. Вот, промониторь, пожалуйста, вот этот момент сейчас, потому что от этого, ну, зависят наши локальные ресурсы, как мы их распределяем, и от этого в том числе зависит наш CI. Ну, давайте дальше почитаем, что там он написал. 2. Транзитивность, ровно твою наладил. Что-то оно мне стало громко в ухо. 2. Транзитивность. Я не знаю, почему так громко. Для меня громко. 2. Транзитивность. Ровно твою наладил взаимозависимости и убежал. Тронул Lipson 3 и SMUTS найдутся тесты, объявившие его напрямую. А тесты поверхностей, которые его импортируют, нет. Это и есть тихая дыра. Строить карту из графа импортов механически, а разметку использовать вторым сигналом и перекрестной проверкой. Гонять объединение обоих. Плюс железное правило, которое у вас уже написано в процуите, не едет MUTS. Неизвестно, сгоним все. Я хочу, чтобы он пояснил. Приятно понимать, что он делает. Поясни, пожалуйста, для умного пятиклассника на понятном примере метафорами. И главное, не верить на слово, а доказать. Некоторое время гонять оба набора. Полный и суженный, и сравнивать. Суженный зеленый там, где полный красный у селектора дыра, и мы видим ее до того, как она что-то пропустила. Это ваш же принцип. Не думаю, что защита, а попробовал и убедился фактом. Трехуровневый ревью, да, и вот как я бы это уточнил реализуемо. Сцрип с iReview целым MUTS уже параметризован моделью через iReview. Трехуровневый ревью, да, и вот как я бы это уточнил реализуемо. Сцрип с iReview целым MUTS уже параметризован моделью через iReview цел модел. 3 вызова вместо одного — это цикл вокруг существующего кода, не переписывание. И это не новая идея, а ваша собственная, примененная на уровень глубже. У вас уже написано. Все дешевые проверки идут до дорогих, и те стал бесплатный. Запускается до ревьювера, который долгий и дорогой. Каскад — тоже правило, но внутри самого ревьювера. Поэтому я за. Ну да, я думаю, это здраво, что до дорогого опуса запускать хайку. Он уже круче, чем просто алгоритмы, которые проверяют что-то, у него хотя бы есть логика. Он куда-то может залезть, что-нибудь посмотреть, поделать. 3 поправки, каждая из опыта, а не из вежливости. Поправка 1. Делить по риску, а не только по цене. Чистый diff при каскаде оплачивается трижды вместо одного.
одного раза, и это медленнее. Поэтому опус должен вызываться не всегда последним, а по условию. Ярус 1, хайку, быстрый проход, блокирует только то, что можно перепроверить скриптом. Все подозрительное, не блок, а пометка на эскалацию. Ярус 2, соннит, основной чек-лист промпт МД, блокирует. Неуверенно эскалирует, а не решает. Ярус 3, опус, вызывается, если Ярус 2 поднял неуверенность или див трогает зону риска. Зоны у вас уже названы. Деньги, приземония, внедренные права, пермиссионс модел, пи, арбатспи, аутентификация, мембералк. Итог. Правка кнопки останавливается на Ярусе 1.2, быстро и дешево. Правка призовой модели всегда доезжает до опус, даже если соннит сказал чисто. Знаешь, что я боюсь? Вот там поправили кнопку, а не работает регистрация. И хайку, он простой и глупый, сонет может галлюцинировать, и только опус может это все поймать. То есть именно вообще не гонять опуса нельзя. То есть мы всегда его гоняем, потому что качество кода для меня на первом месте, и поэтому мы всегда гоняем опуса. Но просто дело в том, что я борюсь не с тем, чтобы опус не гонялся вообще, а я за то, чтобы опус не гонялся больше 2 раз. Потому что сейчас он гоняется по 8, по 12 раз, и это та боль, и это тот расход, который существует, и я хочу его именно разгрузить, чтобы каждый раз до того, как запускался опус, чтобы перед ним были врата в виде хайку и в виде сонета. Видите, ну то есть он неправильную архитектуру предлагает, то есть он предлагает заведомо ложные, неправильные вещи, поэтому лучше смотрите наш канал, повышайте вашу IT-насмотренность и будете также управлять вашим искусственным интеллектом, чтобы он создавал качественный код, а не фигню всякую предлагал, и человек, если не разбирается, то он такой, ну, звучит что-то заумно, непонятно, наверное, он умный, он искусственный интеллект, надо одобрить. Вот. А так вы будете знать, что это полная фигня, ни в коем случае. Искусственный интеллект нарежь это в шортс. Весь смысловой блок. Поправка 2. Ложный блокир от дешевой модели дороже сэкономленного опус. Ты написал, соннит погаллюцинирует, но разработчик на опус примет только адекватные правки. Но чтобы отклонить выдумку, разработчик-агент должен ее прочитать, проверить по коду и обосновать отказ. Это полный цикл контекста, десятки тысяч токенов. Дороже, чем один вызов опус. Отсюда правило. Дешевый Ярус блокирует узко, эскалирует широко. Поправка 2. Ложный блокир от дешевой модели дороже сэкономленного опус. Ты написал, соннит погаллюцинирует, но разработчик на опус примет только адекватные правки. Но чтобы отклонить выдумку, разработчик-агент должен ее прочитать, проверить по коду и обосновать отказ. Это полный цикл контекста, десятки тысяч токенов. Дороже, чем один вызов опус. Отсюда правило. Дешевый Ярус блокирует узко, эскалирует широко. Давай ты мне на конкретном примере скажешь, что это ты предлагаешь, как это сделать, и мы подумаем, как это лучше сделать. Тоже что-то он заумного там такого написал, непонятного. Поправка 3. Сначала один замер, он решает все. Вопрос. Какая доля пушей сейчас получает Гладскертруй от ревьювера? Если большинство пушей чистый каскад тебя замедлит, платишь трижды там, где хватало одного. Если большинство красный каскад ускорит и сэкономит, опус перестанет ловить банальности. Ты говоришь, опус запускается 5 раз, находя банальные вещи, значит твоя интуиция за второй вариант. Но это одна строка в лог. В LCLMUTS уже есть emit evidence, туда достаточно дописать модель, вердикт и время. Неделя данных, и мы настраиваем пороги по факту, а не по ощущению. Да, что сейчас получается, то есть искусственный интеллект опус, как и ревьюер, он находит каждый раз разное, и иногда он не находит правильное за один раз, то есть ему нужно находить, он находит разное в каждый прогон времени, и поэтому я даже сказал бы, что хайку более высокая и классная модель для проверки простых тестов, там, где логика не нужна, то есть там несоответствие каких-то там вещей чему-то, еще что-то там такое. Кстати, да, давай, может быть, мы дадим разные тексты того, что они проверяют. То есть каждый ревьювер, наверное, давай мы проведем инвентаризацию и предложи мне разбивку по хайку, сонету и опусу, что мы поручаем им проверять. И, может быть, у тебя есть какие-то предложения, что вообще туда добавить, потому что, у меня руки чешутся туда добавить еще, проверять на то, составлен ли код согласно best practice и давать рекомендации, как это улучшить, но я сюда уже не лез раньше, но сейчас мы уже сюда залезли, то, может быть, это все-таки как-то применить, потому что у меня уже длительное время чешутся руки, чтобы мы проверяли не только банальные вещи, а еще и best practice по созданию кода, по архитектуре, по тому, как все придумано. То есть, если я там где-то продавил и сказал, что давай делаем так, и разработчик со мной согласился, то, может быть, мы можем обязать, советуюсь с тобой,
как ты считаешь, ревьюера блокировать это решение как точно плохое и не отвечающее нашим целям, хороший продукт, легко поддерживаемый и масштабируемый. То есть, может быть, для финального ревьюера мы должны взять какие-то более широкие полномочия из нашей практической философии и дать ему в руки жесткий блокер, если что-то такое происходит, чтобы это не происходило. Советуюсь с тобой. Что предлагаю сделать порядок, в котором каждый шаг делает следующий дешевле. 1. Домерджить фиатуре тест Duration Matrix. Тайминг. Гадание кончается. 2. Запись фактов ревьюера. Модель. Вердикт. Время. Размер диффа. Одна строка. Дает данные для порогов. 3. Каскад хайку сонни топус с эскалацией по риску по твоей идее с 3 поправками выше. 4. Селектор тестов на графе импорта в теневой режим для доказательства. Скажи, делай из какого пункта. Заведу варк 3 и пойду. Начать советую со второго. Он крошечный, ничего не ломает. И без него третий настраивается вслепую. Подожди, но я уже давал задание, разве это никак не выкачано? То есть, какое задание я давал, чтобы класс ошибок ревьюера уже собирался в отдельный документ append, и в случае, если есть 3 повторяющихся ошибки, чтобы разработчик брал этот лог и дописывал машинку, если она возможна. Проверь, пожалуйста. Ну, то есть, ты мне предлагаешь создать то, что я уже давал задание создать. Неужели мы это не выкатили? Так, и давайте зайдем вот сюда, вот в это все, скопируем, точнее вырежем и вставим сюда. Проверяю. Ты прав, что стоит сначала посмотреть. Я мог предлагать уже сделанное. Ну, видите, как хорошо. То есть мы, как люди, еще нужны, потому что у нас классное контекстное окно. Мы помним годами в прошлое и думаем как-то о будущем. А у него есть ограничение контекстного окна, и он предлагает разработать то, что уже есть в проекте. И если вы просто там говорите «да, делай, да, делай, да, делай», то искусственный интеллект начинает создавать сервисы, которые уже были созданы, потому что он посчитал, что это нужно, он погнал создавать и наплодил каких-то новых сущностей, которые еще между собой или подрались, или куча мусорника там остается, и он новое создает. Так что очень хорошо, если вы разбираетесь в том, что вы строите, если вы пытаетесь просто логически, как человек, посмотрите, из каких блоков состоит, как они взаимосвязаны, и как это правильно логически увязать вместе. 60 ГБ более чем достаточно. Память съедает простаивающий интерфейс, а не проект. Кто держит Cloud Desktop 23 ГБ, из них 3 окна по 692, 692, 486 ГБ, живут 16,5 часов в чаме, 10,5 ГБ Cloud агенты 4.0 ГБ Ops, Telegram, Sosmits, 2.5 ГБ портал проект, тесты C0. Сейчас не запущено ничего, 3 вкладки Cloud Desktop держит 18,7 ГБ. Это не работа, это накопленная за 16 часов история разговоров в памяти Electron. Почему ты видел 5 ГБ Cloud Desktop? Это не один процесс, а десяток. В списке процессов ты видишь Cloud Desktop много раз по чуть-чуть, и только 3 строки большие. Mission Center, он у тебя запущен, группирует Electron плохо. Сумма по имени процесса дает 20 ГБ, а глазами по списку это не собирается. Своп, не бей тревогу, 5-8 ГБ в свопе есть, но сиса сейчас нули. Активной подкачки нет. Это осадок от прошлого эпизода нехватки. Скорее всего, когда браузерные тесты шли одновременно с этими окнами. Лежит и не мешает. А вот теперь связь с ЦИ, и она прямая свободна сейчас 19,6 ГБ. Это и есть та самая цифра, по которой Governor принимает решение. Что происходит, когда стартует полный прогон? Рот Плайврик берет число воркеров от числа ядер 24. Каждый ядер чами умета 0407 ГБ, 17 ГБ только на браузеры, плюс ноде процесса 403 тест файлов под тем же Governor. 19,6 ГБ на это не хватит. RAM перевалит за 80-90%, и Governor начнет сжать N1. То есть моя изначальная версия про Governor схлопывается неверна на холостом ходу и становится верной ровно в момент прогона, потому что Хеадрам уже съеден простаивающими окнами чата. Закроешь старые окна, станет 38 ГБ свободно, и прогон поедет на полной параллельности. Что делать сейчас? Руками. 1. Закрыть 2 окна Cloud Desktop по 6-9 ГБ, старые длинные разговоры 14 ГБ мгновенно. 2. Перезапустить чами еще 8-10 ГБ. Итого 38-40 ГБ свободно вместо 19,6. Это дешевле любой планки памяти и делается за минуту. В код, как настоящий фикс. Нашел, пока смотрел. Стрip с ресурса Governor MUTS ограничивает максимум числом ядер. Для браузерного набора это неверный потолок. Там связывает не ЦПУ, а память. Правильный кап. Мин ядра, флар доступная RAM расход на воркер. Давайте это заведем отдельные задачи. Прочитай философию, навигацию и SDLC до конца и накати правильное масштабирование, где правило по философии 80-90 применяется одновременно и к оперативке, и к центральному процессору, а не только к какой-то отдельной сущности. Давайте переименуем и перенесем в нашу группу. Пусть занимается. Ну, видите, полезненько почитали и добавляем дополнительные мелкие разработки туда. Ну, понятное дело, что мы не можем закрыть Cloud Desktop, потому что там ведется разработка еще дополнительно там 5-6 агентами. Покупать память имеет смысл только если ты захочешь держать открытыми десяток длинных чатов и одновременно гонять полный набор. Но это оплата утечки и Electron деньгами. Сначала стоит просто закрывать окна и перезапускать десктоп раз в сутки. Хочешь, оформлю рамкап в Governor отдельной веткой. Он маленький и ложится ровно в очередь после фиатури тест Duration Matrix. Проверяю. Ты прав, что стоит сначала посмотреть. Я мог предлагать уже сделанное. Ты прав, я предлагал уже сделанное. Оно есть. DOS с Def и Findings MD. Смотрю, в каком оно состоянии и почему я его не увидел. Давайте это сразу в навигацию забьем. Вначале прочитай философию, навигацию и SDLC, и после этого
игнорирую задачу по уборку рабочих деревьев, уже другой исполнитель этим занимается. Твоя задача это... я когда начинаю додиктовывать, у меня буфер обмена перезаписывается. Вставляем сюда цитату от нашего разработчика. Если этого файла нету в навигации, то нужно его добавить в навигацию. Давайте переименуем. Наверное, обзовем log AI Review Blocker и перенесем в нашу группу. Ну вот, да, так вот у нас. Так, вроде бы он домерджил еще второй. Или это тот же? Если что-то... Я проверять уже работу. 3 вещи, о которых обязан сказать один. Постдеплойный прогон красный, и это не моя ветка. Упал один файл. Тест с навигационным индекс тестом UTS-162 делает GitShow 363 F3193 навигация, а не энциклопедия MD, ачитскаутцы мелкий. В GitHub Workflows Deploy в ему нет fetch depth. 0, объектов в клоне нет, и тест валится на каждом коммите. Приехало это со свежим PR 1395. Развязание навигации на DOS-SMAP. Чинится одной строкой в Workflow. Сказать делай, заведу отдельный WarkTree и починю. Это сейчас держит зеленый постдеплой всему флоту. Так, давайте вначале, не вникая туда, просто глянем, что здесь есть. One form for both sign-in and registration. Я хочу визуальное выделение sign-in и registration, чтобы оно выделялось как... выделялось, я не знаю, как-то визуально в стиле дизайна сайта. Надо это выделять в этой строке, чтобы было видно, что это и sign-in, и регистрация. Enter your email, your example. Давайте попробуем что-нибудь ввести такое вот. Давайте введем собачка, что-то там и continue. Давайте точка и что-то какое-то окончание. Окей, нас пустило внутрь. Это уже лучше, чем было. Это уже мне нравится. Find Team. Где там это было? Find Team. Это давайте сразу мы переделаем. Прочитай философию, навигацию и SDLC. Игнорируй задачу по уборке рабочих деревьев. И вот твоя задача. Да, вначале надо вставлять то, что в буфере обмена, а потом уже надиктовывать. Что здесь не так? Там, где написано Find Team и какой хакатон, это оставляем. А дальше идет аналитика по всему, что там есть. Те команды, которые люди, воронку команд и людей мы просто переносим в самый низ. Людей, которые находятся без команды, мы тоже переносим в самый низ. Аналитику команд в самый низ, а над аналитикой команд вот эти вот люди без команд пусть будут. Надо причесать и сделать красивыми фильтрацию. Расположить это красиво для десктопа, расположить красиво для мобильной верстки, сделать логичные блоки и расположить, по-человечески, по-красивому, а то сейчас оно вообще носорог. Здесь, там попугай. Да, это пусть будет у нас команда. Команд плюс воронка и люди без команд вниз. Давайте перенесем это в нашу группу в разработке. А следующему разработчику мы знаете, что поручим? Прочитай философию, навигацию и SDLC до конца, и вот твое задание. Кстати, да, игнорируй задачу по рабочим деревьям. Она уже выполняется, то есть по уборке рабочих деревьев. Но ты, да, работаешь по SDLC полностью. Принудительно почисти сейчас базу данных от тестовых данных, чтобы были только боевые данные. И проверь тесты, которые гоняются, чтобы они корректно убирали за собой, потому что это либо от старых прогонов, либо от новых. То есть должны быть уже только боевые данные. Когда я говорю, что подчистить тестовые данные, я говорю только о машинно созданных данных. То есть если я как человек заводил свой аккаунт тестовый, и там даже написана тестовая команда, то ее нельзя трогать. Только то, что создавалось, явно там, я тебе сейчас дам примеры. Скопировал вам пример, вот этот тест Julie Team, капитан и Julie Mate, точно это какие-то левые. Здесь много настоящих, кого-то уже узнаю, кому-то не отправлены приглашения в репозитории. Следующие задачи, наверное, буду брать. Он переименовал правильно, но чуть-чуть не так. Я узнаю этот диалог по другому названию. Из команд убрать автотесты SDLC. Вот так вот я лучше узнаю эту задачу. Перемещаем нашу группу. И тут, да, достаточно много у нас. Mission Center, сколько у нас там? Мы вообще уходим там в потолок, то есть, да, наверное, какие-то планки памяти надо покупать, потому что многоагентская разработка оказывается в 64 гигабайта, я точно не помещаюсь. Я переехал из Windows для того, чтобы не половина ресурсов компьютера было, а 100%.
но даже в эти 100% я, получается, уже упираюсь. Ну, окей, значит, такой факт, да, объективная действительность. Самое главное, что надо проверить для начала, для сейчас, это регистрацию людей, потому что буквально там 8, 9, 10, 11, 12, через 4 часа начинается уже хакатон. Почему один день 4 часа написано? Кстати, да, ошибка здесь, что написано один день 4 часа, но уже разрешено кодить, начиная с через 4 часа 28 минут. Accept тестовые данные. Ага, да, значит, получается, не всем выслано приглашение. Давайте это править. Прочитай философию, навигацию и SDLC до конца, и вот твоя задача дальше. Не каждой команде, не каждому участнику команд пришло приглашение в его личный репозиторий. Проверь, работает ли робот, который создает для каждой команды репозиторий, в котором они будут работать, и каждому ли прислалось приглашение. Если не прислалось, то нужно прислать, и надо поправить робот, потому что я сейчас вижу, что не всем прислались приглашения, и значит, может быть, не все смогли принять приглашение и сделать тестовый пиар. Робот приглашений в репозитории команд. Наверное, да. Наверное, это название я, наверное, так и оставлю. По-английски как-то короче слова. Invite вместо приглашения, вместо репозитории репа. Ну да, наверное, где-то так. И переносим в нашу группу, там, где разработка по хакатону. Пусть он занимается. Что там наша кнопка? Перелив вообще готов? Если что, когда? Еще занимается. Да, еще не применилось никак. Интересно, видите, фронтенд, инди-хакер, generalist дизайнер, generalist и UI UX дизайнер. Фронтенд, full stack, инди-хакер, generalist и никого к себе. UPC OA Governance. Интересное название такое, какое-то как государственная какая-то структура. Многим не прилетело приглашение на их личный репозиторий. Команды по 3 человека, команда по 3 человека, 4-е место свободно. Интересно, и никому не поприлетало приглашение. Это вообще очень-очень-очень плохо и опасно. Кто-то не принял, не сделал тестовый пуш. Давайте этому чуваку напишем. Он писал в чате, поэтому будет правильно ему ответить. Робот открыл посмотреть в браузере, что там находится. Я его открыл в отдельную вкладку, чтобы он мог заниматься. Так, значит, это у нас был тот, кто делает фильтрация команд. В общем, кто-то из них, наверное, пытался это открыть. Я не знаю, кто из этих 3. Кто-то из них вполне может этим заниматься, но искать я не буду. Почему я его не увидел? Не потому, что его нет в навигации. Потому что его нет в точке входа. DOTS.def и StartHereMD файл, который агент открывает первым каждую сессию, не упоминает журнал ни разу. В навигации он одна строка из 40, среди правил работы, и читается как еще один док, а не как сюда смотри, прежде чем предлагать новую проверку. Я пришел с правилом из философии, STR 134. Заведи журнал находок, автоматизируй класс после 3 повторов. Не нашел его в якоре старта. И предложил завести то, что уже 1,5 десятка PR как работает. Что предлагаю, не делал, жду слова, одна строка в StartHereMD, в таблицу 1. Журнал формулировка, прежде чем предлагать новую проверку, посмотри, не заведена ли она. Чинит ровно мою ошибку. Дешево, доки Анли, полный прот набор не требуется. Свести счетчик заново, пройти тело журнала и вернуть в таблице правду. 58 классов, после чего станет видно 3-4 класса, которые по правилу владельца обязаны уехать в Телс с Вергилинтом Йотес. Это уже кирпич на пару часов, и он вскроет реальный долг автоматизации. Супер, хорошо. Я оба хочу, чтобы он сделал. Мне очень нравится твое предложение, и первое, и второе. Возьми, пожалуйста, на себя и реализуй до результата. Заведи себе там какой-то луп или что там. Ну, в общем, по философии действуй до результата. Вот оно в чем дело. У меня здесь high выставлен. На high он действительно с низкой агентностью. Он на X high с хорошей агентностью уже. Вот почему. А здесь у нас работает X high. Помните, я говорил о том, что версия Cloud сильно лучше, чем Cloud Desktop. Это моя ошибка. Я просто работаю здесь на High, а там я работаю на Extra High. Видите, как я просто на практике почувствовал разницу. Все, повышаем до Extra High. Везде здесь нам надо, чтобы... Ну, тут уже конец. Ну, в общем, всех до новых надо заводить уже на Extra High, чтобы он классненько все делал и до результата, а не останавливался. Вот в чем дело, да. У High низкая агентность, я это еще давно заметил. Я повелся, получается, на рекламу того, что как раз обновился контекст, и сейчас надо выключить это отображение и на X-High переключить.
как раз пока контекст, чтобы заново он не перечитывал весь объем, потому что когда вы включаете новую модель, то он перечитывает заново весь контекст. Что у нас вообще по лимитам? Давайте посмотрим, что у нас по лимитам. Видите, как я четко понял разницу между high и x-high? Прямо, вот капитальная разница. Наверное, я везде попереключаю на x-high. В общем, на что я повелся? Я повелся на то, что в рекламе клауда я как-то где-то почитал. Нет, это была не реклама клауда, это сама рекомендация клауда. Я с ним общался, он говорит, так ты просто, когда переезжаешь из Opus 4.8 на Opus 5, ты просто выбираешь уже не extra high, а просто high, и он будет также классно работать. Да нифига, нормально он не работает. То есть extra high, ниже, чем extra high, нет смысла выбирать. Низкая гетность, плохие результаты. Не рекомендую. Рекомендую только Opus 5 Extra High. Вот оно в чем причина. Вот почему меня тянуло к CLI, потому что тут X-High у меня запущен. Скажи, пожалуйста, то есть ты уже все деревья старые поприбирал, да? Или нет? Или еще что-то пооставалось? Давайте к нашему. 1. Да, выкачано. Ты был прав. Нет, DOS с def и finding SMD существует и работает. 12 классов ошибок. Счетчик всплытий, колонка автоматизирован. Правило про 3 раза исполняется. 6 классов из 12 уже отданы машинке. C23, C26, страж указателей, Cdemod map бассилине, верифы. Класс с док разъехалась, всплыл 9 раз и автоматизирован частично. Честно помечено, чем именно. Чего нет, это другого журнала. Счетчика прогонов. Сейчас пишется, что нашли, но не пишется, сколько раз пришлось звать и сколько это стоило. А твоя боль именно в этом. Не что находит, а почему 8-12 раз. Кстати, да, это хорошая задача. Сейчас мы ее и возьмем в исполнение на нового робота, на нового искусственного интеллекта. Extra High, да, уже вот в правильном режиме он пусть запускается. Сразу вставим, потому что теряется, если мы вначале что-нибудь надиктовываем, мы сейчас уже начинаем надиктовывать. Прочитай философию, навигацию и SDLC, и я хочу, чтобы ты добавил учет количества прогонов с учетом модели, потому что там модели у нас будут Haiku, Sonnet и Opus, но это еще функционал не реализован. Если это возможно сразу заложить, то сделай, если нет, пока что напиши тогда на то, что ты можешь автоматизировать. Также, если ты придумаешь, как это можно записывать, что было поймано на первом прогоне, что было поймано на втором прогоне, что было поймано на третьем прогоне, то есть не просто количество, то есть то, как статистика сейчас собирается, это хорошо, но добавить еще, что что-то было поймано на первом уровне, что-то было поймано на втором прогоне, и что-то было поймано на третьем прогоне, чтобы еще категоризировать, какой класс ошибок был пойман на повторных прогонах, не на повторных, а на каждом из уровней следующих прогонов. То есть вот первый прогон поймал такой класс ошибок, второй прогон поймал такой класс ошибок, третий прогон поймал такой класс ошибок, и до мерджа считать, сколько было прогонов в каждой из моделей. Я был бы очень рад, если ты бы мне показал техническое задание, потому что я, может быть, чуть-чуть путанно объясняю. То есть ты его накати и покажи мне, чтобы я утвердил, прежде чем начинать кодить. Так, здесь давайте... Да, счетчик прогонов по моделям, но я это все-таки по-другому. Мне это будет по-другому понятно. AI review статистика по номеру прогона. Да, то есть вот это вот более точное такое, знаете, сегментированное название, чтобы узнать, о чем это вообще. Хорошо, давайте проверять нашу регистрацию. Этому человеку надо отписаться. Или просто его карточку, скопировать. Зайдем в наш Discord. Где-то он тут открыт? Нет. Да, все лежит, надо как-то что-то закрывать. Много чего закрывать надо. Кучу вкладок надо закрывать, которые не активны. Так, мы чуть-чуть почистили наш браузер. Памяти чуть-чуть стало больше. Уже не начинает так загружаться. Тяжело. Bug reports — это просто создание. Так, спрашивают... видео сколько должно длиться. Я ответил, что до 5 минут. И отвечу вот этому человеку, потому что он разместил и спрашивал. То есть, если человек интересуется, то почему бы не помочь, не подсказать ему. Пожалуйста, посмотрите таймлайн, примите приглашение в ваш репозиторий и сделайте тестовый merge request и доведите его до слияния, чтобы у вас все галочки были зелененькие. Вы можете этим заниматься уже прямо сейчас. Так, что у нас там с ресурсами? Центральный процессор был скушен полностью до 93% и не отбивает вниз. Сейчас я даже не знаю, там записывается видео или нет.
По мере, кто сейчас сожрал больше 90% центрального процесса и не опускается вниз? Это залет. Так не должно быть. Нарушают наши правила. Так, у нас никакие процессы не поместятся вместе. Да, получается, что и монитор ресурсов показал там какие-то пиковые топовые значения, и запись видео тоже отвалилась. Давайте глянем, что это такое. Картина изменилась радикально. Латверди 64.3 при 24 ядрах. Машина перегружена в 2,7 раза. Смотрю, кто именно. Картина изменилась радикально. Латверди 64.3 при 24 ядрах. Машина перегружена в 2,7 раза. Смотрю, кто именно. Кто съел машину Чамихиадлес 162 процесса 675 браузера на ядро FMPEG 20 процессов ОПС. Твой стрим конвейер ОПС 39% ЦПУ. Латверди 64.30. 24 ядра перегрузка в 2,7 раза. Идли 5%. Из них 73% ЦПУ. Это не цип-тесты. Род наборов запущено минимум 2 одновременно. 0703 вид продукцион сурфацелотской с HMPM рун тест Е. Вот он тот самый баг. Вживую это ровно то, о чем я говорил, и теперь оно видно цифрами. Прод Плайврик берет число воркеров от числа ядер и меряет систему только на старте. Межпроцессной координации нет вообще. Поэтому набор Но1 стартует, видит 24 ядра, забирает себе 24 воркера. Набор Но2 стартует следом и тоже считает, что машина его. Каждый воркер это чамиум, а он не один процесс, а связка из 3-4. Итого 162 браузера на 24 ядра. Очень плохо. Это, получается, надо докинуть в 80-90. Добавление контекста, что вот происходит и какой тест-сценарий нужно еще обезопасить. То есть, когда сразу несколько искусственных интеллектов запускают тест, чтобы, да, я думаю, нормально их пускать, но каждый из них должен соблюдать правила 80-90 и не перелимит, не уходить в перелимит. Хорошо, что вот это уже мы установили экстра. То есть я думаю, что уже с экстра он будет справляться. Давайте уже запустим нашу. У меня же прикольно тут сделано. Сейчас я сделаю. Я мучаюсь, что неправильный пароль, да? Я мучаюсь, что когда я вот так вот кликаю, то вот здесь вот не видна моделька. Но у меня же этот оверлей, который я напилил, он продуманный, и мы можем запилить, где появляется это отображение. Давайте его поднимем чуть-чуть выше, чтобы он был где-то здесь и нам никак не мешал. О, идеально. Пусть он тут всегда и будет. Да. Чтобы мы могли всегда кликнуть и посмотреть, сколько у нас. Или вообще, может быть, его сделать еще чуть-чуть выше. Да, наверное, хотелось бы еще выше. Где-то здесь пусть будет, чтобы еще и контекст было удобненько просматривать. Вообще идеально. Да, идеально. Все работают. Компьютер как-то очень медленно идет. Да, то есть 98%. Я надеюсь, видео пишется. Видеокарта вроде бы более-менее свободна. Это центральный процессор. Да, я когда выбирал, у меня не было такого, что я упирался в центральный процессор. А сейчас вот упираюсь в центральный процессор и в оперативку. Это неожиданно. Очень хорошо, что у меня десктоп. То есть можно будет как-нибудь там докупить какую-то запчасть и вставить ее, не меняя весь компьютер. Это вот большое преимущество для веб-кодера по сравнению с купленным ноутбуком. В ноутбуком вы уже зашиты в определенные системные требования. Тут просто достали железку, продали ее, докупили какой-то апгрейд и интегрировали в систему. То есть это, конечно, сильно круто. Еще почему-то странно. Вот видите, Speed 4800, хотя должны работать на 6000. Кстати, давайте это заведем в отдельную штуку, и пусть он починит, потому что мы теряем в скорости. У нас 6000 и процессор 6000, и они должны работать в синхроне, и тогда они в радости, как sweet spot, сладкая точка. Давайте, наверное, для этой задачи возьмем отдельного робота, отдельную ишку. Прочитай философию, навигацию и SDLC и посмотри, как они сделаны в проекте hackonvibe.com. Они там очень облегченные, и я хочу, чтобы ты сделал такое же облегчение для текущего проекта, чтобы все нужные файлы, они уехали в отдельные какие-то файлы, а вот эти вот файлы, которые всегда читаются при старте, чтобы они были очень легкими. То есть мы сохраняем все необходимое. А там, где самообъясняющие названия, там пояснение не нуждается. Если где-то нужно что-то пояснить, то да, поясняем. То есть мы не теряем в качестве, но эти файлы надо сильно сократить. Я хочу, чтобы ты занялся облегчением этих файлов, чтобы новосозданный разработчик тратил меньше токенов на чтение этой информации, которая не нужна, а которая должна читаться только если это действительно разработчику будет нужно. Хотел сделать там, а поручил другое. То есть до того, как поручать вопрос по оперативной памяти, я думаю, что надо вначале
облегчить CI. Мне даже нравится название, давайте так и оставим и просто перенесем в нужную группу. Я чувствую, что компьютер так подтормаживает, но я не знаю, я все равно еще одного запущу агента. Прочитай философию, навигацию и SDLC, и я не понимаю, почему у меня оперативная память работает не на 6000, а на 4800. Хотя в BIOS вроде бы все настройки сделаны, то есть правильные настройки поставлены. Может быть, здесь в системе надо что-то докрутить, чтобы поднять тактовую частоту и чтобы они работали в синхроне с процессором, потому что, как-то неправильно, у нас железо правильно согласовано, а на уровне софта мы его как-то зарезаем. Так мы же купили более дорогое железо, чтобы оно лучше работало. Давай настроим, чтобы они четко, классно работали на 6000. Вот эти сообщения, которые приходят, вы слышите их. Я думаю, это сообщение какое-то в Дискорде. Сейчас давайте посмотрим, что у нас в Дискорде творится. Ой, 100%, это вообще... Надеюсь, меня видно, надеюсь, видео пишется. Компьютер прям очень тормозит. Очень надеюсь, что вот этот быстрее все выкатит, потому что это очень важно. Какие у нас приоритеты? То есть вначале выкатывая то, что есть, потому что сейчас мы упираемся вообще в 100% процессора, и компьютер во время того, как я делаю видеозапись, стрим, он полностью оттормаживает, и вся система очень тормозит, поэтому ты не пытайся делать идеально один раз. Я прошу, чтобы ты сделал быстрый фикс, который уже разгрузит систему и не даст параллельным агентам загрузить больше, чем 80-90% по философии. И после этого уже накатывай улучшение, потому что это все долго, а мне нужно быстрое решение сейчас, quick remediation, и потом уже root cause remediation. Вот я очень надеюсь, что он это все сделает. То есть он 49 минут назад получил эту задачу, и мы сейчас в нее уперлись. Во всяком случае, можно сказать, что мы на опережение действуем. То есть это может тешить как-то самолюбие, но фактически от этого особо не легче, потому что мы упираемся в 95% процессора, и значит я купил слишком дешевый процессор. Но я никогда не упирался в процессор, и тем более он в 2 раза производительнее. Там на ноутбуке было 2,2 тактовая частота, здесь стабильно держит 5,2 ГГц, 5,4, 5,3. Это при постоянной нагрузке. Там вообще падало до ниже заявленных 2,2, падало там до 2,1. Здесь базовая 4,4 и держится постоянно выше, то есть там 5 с чем-то. То есть, процессор очень классный. Просто я умею его нагрузить, можно так сказать. Он не перегревается, то есть правильно и термопаста намазана, и кулер поставлен, так что вроде бы все хорошо с технической точки зрения. Я ему задачу поставил, и я очень надеюсь, что он будет уже выполнять, потому что это extra high, и он уже такой, агентский, настроенный, хороший. Облегчение философии перетянем вверх. Я про 6000 не туда, не в ту группу закинул. Давайте это перенесем в PopOS. А еще где это находится, тоже перенесем вверх, что вот это вот наши активные 2 задачи. Давайте почитаем, что там. Что нажать? UC Mac X870 Tomahawk Wi-Fi, перезагрузка дел F7, Advanced, от Extreme Memory профиля, EXPA профиле 1, не дисаблет, не едиц. Там же проверь UCLD div 1 моде UCLD мемцлк, режим 1.1, на 6000 он и дает прирост. Если встанет 1.2, скорость будет, а толку мало. F10 Savvy Exit. Первая загрузка после этого долгая. 1.2 мин черный экран. Это тренировка памяти, не паника. Если не стартует и откатится. В том же ОЦ разделе грамм Voltage 1.40 выцпус ОЦ Voltage 1.25 В потолок безопасности AMT 1.30, либо профиль 6000 через Memory Trade. Проверка после загрузки одной командой. В BIOS Expo уже включен. В BIOS я Expo сразу включал, потому что я знал, что это там должно включаться, поэтому я думаю, что это здесь что-то не так в самой системе. Я не думаю, что что-то в BIOS. В BIOS я все настраивал правильно, мы вместе с тобой настраивали, я тебе показывал скриншоты, где что включить, где что разрешить, оверклокинг, разгон и все остальное, так что это уже там должно быть включено. Я грешу на какое-то software ограничение, что здесь где-то в системе мы на уровне software ограничили происходящее. Так, давайте... Да, система бывает часто перегружена, поэтому освобождаем место. Браузер
браузер даже закрыл, все вкладки, которые возможны и невозможны. И делаем регистрацию, то есть здесь вместо hide генерация сложного пароля. Кнопку hide, она должна быть таким видным глазиком справа в инпуте, когда нажимаешь, то изначально глазик перечеркнут, то есть типа не видно. И при клике перечеркивание спадает, и он становится как-то более отчетливо виден. Он должен быть хорошо виден, даже для людей с плохим зрением, то есть это линии такие. Это вот что насчет инпута, там, где вводится сам пароль. Я сейчас еще буду продолжать надиктовывать. Иконки, подтверждающие успешное введение, они какие-то некрасивые, верстка у них поехала, кружочки неравномерно отстают друг от друга, ну то есть строчки отстают друг от друга неравномерно, галочка внутри кружочка поехала, поплыла вверх. Ну то есть оно функционально, но оно вообще некрасиво. То есть сделай красиво. И нам не надо как-то ютиться. То есть сейчас такое ощущение, что у нас очень-очень мало пространства, и мы пытаемся поместиться в это пространство. Нет, займи комфортное, нормальное место. Это введение и проверка пароля. Это важный функционал, который должен быть. Предлагаю тебе взять из меня сервер 2. Там у нас уже хорошо, красивенько это отлажено. Нравится, как там происходит, то есть возьми оттуда, просто ничего не выдумывай, и возьми оттуда, примени сюда. Ну, понятно, чтобы такой же шрифт был, а иконки и, масштаб возьми оттуда. Ну, ты понимаешь, что в любом проекте лежит навигация, в которой ты можешь посмотреть, где точечно смотреть, а не сжигать непонятное количество токенов для поиска непонятно где, хаотически, рыща по файлам. Один файл, навигация, который тебе подскажет, где точно поискать и где это найти сразу. Не делай глупых вещей, ты у нас Extra High Opus 5 лучший в мире, так что действуй мудро и экономно, целесообразно. А надиктую позже, еще дальше. Продолжаю надиктовывать. Когда человек приходит, во-первых, мне хочется, чтобы organizer, judge, mentor, каждое слово, чтобы из этих было с большой буквы, это первое. А второе, подпись I want to run or review, вообще непонятно. I want to build. Participant в скобках хакер надо написать. Organizer, judge, mentor, надо с большой буквы все написать. Вторую строку объясняющую надо просто удалить, она только путает. Выбор надо сделать обязательным, чтобы человек обязан был выбрать, и чтобы регистрация не происходила без этого. Оля сейчас, по-моему, принимает какое-то конское количество символов, то есть пароль, он должен быть ограничен. Туда можно ввести не больше 60 символов. Давай так ограничим, потому что сейчас я написал туда полотно, и оно успешно туда вставилось. Ну, то есть, давай так, мы разрешаем вставлять в Choose Strong Password текст до 100 символов, остальное просто обрезается. Но использовать для пароля можно только первые 50, и это мы сообщаем пользователю визуально, то есть это должна быть там какой-то счетчик справа внизу, сколько символов введено из скольки возможных, чтобы это было наглядно. Это у нас уже реализовано там, где голосование судей. Я бы хотел, чтобы ты оттуда подтянул это и притянул сюда. Продолжаю еще надиктовывать. У нас была там проверка по закону, мы должны спросить насчет всяких там разрешает хранить данные, разрешает собирать личные данные, разрешает публиковать. Там у нас была целая штука юридических мер защиты, которые просто, слетели и убрали, то есть ты их верни, сделай обязательными. И там даже в базе данных была информация о том, что разрешили публикацию или не разрешили, но мы не даем права регистрации, если, человек не разрешает публиковать. То есть и у нас это была галочка, и там сразу два условия, которые мы брали согласие, и там оно было написано. Верни, пожалуйста, это просто законодательно обязательно. Кнопки, получается, еще не обновились, да, то есть я нахожусь в инкогнито режиме, и все еще ничего не работает. По кнопкам еще кодит. Так, вход только email, имя нельзя. Так, давайте смотреть, да, то есть вот это он sign in and registration. One form for both sign in and registration. Нарядно сделано, да.
может быть. Enter your email, continue. Да, ну вот это мне нравится, это уже прикольненько сделано. Точечка. Хорошо. Теперь мы колдуем насчет вот этого элементика. Так, у нас запустился кто-то браузер. Наверное, хочет что-то там посмотреть. Наверное, хочет увидеть, что тут. Давайте мы его переместим на отдельный экран, пусть он там занимается. А мы здесь это... Надо закрыть после того, как он там все посмотрит. Знать бы, кто это смотрит. Наверное, кто-то из новых регистраций участников, ролей. Так, ну теперь я готов услышать твои вопросы, которые ты хочешь мне задать, чтобы мы согласовали техническое задание. Ну или если вопросов никаких нету, то просто предложи мне техническое задание, которое ты хочешь реализовать. Да, экстра, вот это уже важно мне проверять. Ниже экстра он тугой, то есть на high он... Я им очень недоволен на high. То есть можно работать только на X-High. Ну вот те задачи, которые у меня, под величину проекта, который у меня. Ну что, я тут уже не вижу, что кто-то что-то делает, поэтому я закрываю этот браузер и глобально закрываю еще вот эти вот вкладки, чтобы они не тянули. И оставляем только incognito мод, который... Так, solution. Уже тестовые данные перенесены. Фильтрация еще не снесена вниз. Давайте смотреть, что там фильтрация. Ага, он со мной советуется. Не все получилось у него. Блок. Прод приемка красная на самом Майншаг 12.12. Приемка по живому сайту. Упало 24 теста. Ни одного про доску. Все про анкету апплы, GitHub Distort превью, загрузку фото, роли участника. Я не стал гадать, а доказал фактом. Завел отдельное дерево на чистом Origin Mine без единой моей правки и прогнал те же тесты. Падают идентично. То есть Mine уже красный, моя ветка ни при чем. Дерево зонт убрал. Причина видна из текста падений. Серия ред коммитов. 1388, 1398. Переделал апплы в единую дверь. Почта, пароль, а процвики ждут старую анкету. Тест буквально пишет. После имени не раскрылись поля регистрации, а у Fields не виден. Даже два теста, где в названии есть доска, до доски не доходит, падают на шаге регистрации. Открыл тебе вкладку с живым апплы, посмотри, там теперь дверь в два поля. Важно. Это блокирует не только меня, сейчас ни один агент не может запушить. Что предлагаю, рекомендую вариант 1. Запушить мою ветку через, но верифы, а красную приемку чинить отдельной задачей в рек области. Почему? Мой код прод приемку не трогает, 11 из 12 шагов зеленые, а починка 24 чужих спеков. Это работа внутри активной рек серии, где почти наверняка уже сидит другой агент. Влезу, устрою конфликт ровно того сорта, от которого нас бережет в арк3 изоляция. Другие варианты, если не согласен. 2. Чиню процвики под новую дверь сам честнее по гейту, но это 24 теста чужой области и риск дублирования работы. 3. Жду, пока рек-агент починит, доска не выкатится неизвестно сколько. Скажи цифру, дальше доведу сам до мерджа и выката. Одно замечание против варианта 1, чтобы ты решал с открытыми глазами. Обход, но верифы противоречит правилу зеленые гейты и есть авторизация деплоя. Я не считаю себя вправе применить его молча, поэтому и спрашиваю, а не ставлю перед фактом. Да, спасибо, ты все правильно сделал, я полностью поддерживаю каждое твое решение. Единственное, я надеюсь, что мы уже там доделали, попробуй сейчас запустить все тесты без искусственного интеллекта ревьюера, и что они покажут. Если они покажут, что все окей, все зелененькое, ну, то есть ты же на этой стадии локальных тестов тебя отбрасывало назад. Я правильно понимаю? Давайте по регистрации посмотрим, потому что, да, команда это важно. Вопросы ответь коротко, дальше делаю до мерджа, в один предел длины пароля, одно число или два, ты продиктовал в поле 100. Первые 50. Рекомендую одно число. 50. Причина уже писал. Два числа означают, что человек запишет то, что видит на экране, а в базу уйдет другое, и он не войдет со своим же паролем. Технической нужды в 50 у нас нет. PBKDF2, а не црипт, так что это просто чтобы не полотно. И тогда пусть предел будет честным и один. Мой дефолт. MaxLink 50, счетчик N50. Давай я тебе буду надиктовывать потихонечку и сразу отправлять. Как мне больше нравится? Вот, допустим, я хочу вставить в поле 100 символов. Я могу в поле вставить 100 символов, но это не значит, что поле принимает 100 символов, но при этом в базу данных улетают только 50, и там, допустим, написано, что вы вставили 100 из 50, и это красное. То есть вот такая вот логика я хочу, чтобы ты реализовал. Вы вставили там 49 из 50, это зелененькое, вы вставили 50 из 50, это зелененькое. То есть вот я хочу так. Вы вставили там, допустим, 120, оно все равно обрезается до 100. То есть я вот такую вот логику хочу. 2. Кнопка Generate Strong Password, отдельная кнопка под полем, во всю ширину. Нажал, в поле встает свежий пароль, и он сразу показывается. Глазик сам снимает перечеркивание, иначе нечего записать, а плашка рядом просит записать. Пароль. Ровно 20 символов. Обязательно заглавные строчные цифры, служебные символы. Источник случайности. Црипт рандом валуис. Не матхрандом. Отдельной кнопки копировать не делаю. Пароль виден, выделяется и копируется как обычный текст, а третий Ctrl в ряд на телефоне уже не помещается. Отдельной кнопки копировать не делаю. Пароль виден, выделяется и копируется как обычный текст, а третий Ctrl в ряд на телефоне уже не помещается. Как я понял, что ты предлагаешь, это сейчас есть условия к паролю, и человек имеет возможность нажать кнопку
сразу под этим полем, что автоматически сгенерирует. И это вместо требований. Я считаю, что да, но после этого я бы еще показал, что эти требования были. То есть после нажатия кнопки генерировать этот пароль, я хочу, чтобы все вот эти вот наши требования к паролю, они засветились, что во всяком случае они существовали, чтобы человеку было визуальное подтверждение, что эти проверки есть, потому что есть там в ряде законодательств обязательства, и вот мы должны, нам лучше показать, что это у нас есть в коде, чтобы человек визуально это видел. Тормозит. Давайте глянем наш вот этот 8090, что он тут еще в процессе кодит. Ревьюер прав по обоим пунктам. Раннер спавнит ноде фили, а не ноде тест, поэтому мой гуард не срабатывал. Чиню тем маркером, который раннер реально ставит. Ну, то есть он действительно пилит, отправляет к ревьюеру, и не получается. Что у нас здесь? Я, наверное, это оценю при помощи нашего другого разраба, потому что такие длинные полотна я читать не сильно хочу. Как тебе план? Подходит или надо что-то другое делать? Это вот разработчик, который будет это все накатывать. Какие у тебя предложения? Так, он что-то мне тут много всего написал. Это по градации искусственного интеллекта. Окей. Давайте это сразу скопируем в новое. Прочитай философию, навигацию и SDLC. И пока что ничего просто не делай. Жди дальнейших инструкций. Давайте его переименуем. Давайте хайку, сонет, опус, лесенка. Давайте так и переместим в правильный проект. Хакатон. Скопируем наше задание. Так, у нас задача со звездочкой. Необходимо все мышкой скопировать, в то время как нам будет мешать наш же гейт проверок. Так, это уже пошло мое сообщение. Usage limit reached. Че, правда? Я уперся в лимиты. Так, ну да, если мы уперлись в лимиты, то особо дальше разработку и не поведу. То сюда копирую. Что не хочет вставляться? Вот выделяю все. Уже никакой гонки не будет, потому что не будет никакой разработки. Хотя еще кто-то там жив, еще кто-то чуть-чуть выполняет какие-то работы. Тогда стараемся быстро копировать, если кто-то там еще не уперся. Но копируем на всякий случай. Да, вот это уже побольше. Контекст. Почему я его не могу вставить сюда? Давайте такими небольшими блоками тогда копировать. Берем вот этот маленький блок, его вставляем. Получилось вставить. Копируем вот этот вот блок, его вставляем. Копируем следующий блок, его вставляем. И вот этот блок тоже вставляем. И нам здесь ответят, что мы превысили наши лимиты, я так понимаю. Ничего не сможет делать. Да, ну во всяком случае мы сохранили уже наш контекст здесь. И я надеюсь, что в какое-то уже ближайшее время оно там возобновится. Давайте посмотреть, где что находится, в каком состоянии. Ну, как-то все равно медленно, то есть никто не ведет разработку, а все равно ресурсы, ну да, почему-то ресурсы 100% использованы. Интересно, чем? Ну, он говорит, что вот этот вот монитор ресурсов, он вообще ничего не показывает. Ну, показывает что-то. Cloud-код. Кто-то еще чуть-чуть кодит, у кого-то еще есть чуть-чуть ресурсов. Да, видите, как все оттормаживается жестко. Просто видео у меня пишется через другой механизм, а видео у меня, поэтому, да, меня вы видите без повреждений. То есть у нас такая кластеризация. 1 час 30 минут. Ну, нормально. Тогда пауза, как раз смогу это вам презентовать видео, что было сделано до этого. Хорошо. Ну что, я думаю, вот так вот. Как бы я назвал эту разработку? Прощай агентность, привет ручное управление проектом. Потому что, ну, каждую мелкую задачу я беру и нарезаю в кавычках по старинке. И, ну, у меня полностью провалилась агентская разработка, то есть они мне токены сожгли, время забрали. Да, я занимался какими-то своими другими делами, я был свободен от разработки, но ничего ж не готово. То есть я надеялся, что если я дал техническое задание, то у меня все будет готово. Я прихожу, токены слили, $200 слито на клауде, $200 слито на GPT-чате, в сумме $400 слито. Прихожу, ничего не готово, куча конфликтов, сервисы поотваливались, и надо все вручную поднимать. Ну да, как-то неудобно. И вот сейчас уже скоро там хакатон начинается, я там какие-то финальные версии довожу до результата. Окей, повышайте вашу IT-насмотренность вместе с нашим каналом. Желаю вам финансового благополучия. Создавайте проекты, IT-проекты-миллиардники в долларах. Если вы досмотрели это видео до конца, пожалуйста, поставьте лайк и, пожалуйста, напишите слово «спасибо». И YouTube будет знать, что видео прикольное, будет рекомендовать другим. Спасибо вам за поддержку, спасибо за просмотр, спасибо за лайки и комментарии.